Представьте себе место, где природа восстала из руин, куда человек не осмеливается ступить, но где жизнь снова набирает силу. В сердце Чернобыльской зоны отчуждения разворачивается невероятная история, полная загадок и чудес. Здесь, среди оставленных навсегда поселков и лесов, царствуют дикие животные, возвращая миру забытые секреты выживания и процветания. После Чернобыльской катастрофы в 1986 году территория вокруг АЭС стала страной-призраком, лишенной жизни, обитателей и будущего. Однако прошло только 3 с лишним десятилетия, как природа удивила нас своей силой к восстановлению и адаптации. Готовы ли вы окунуться в эту тайну природы, способную поразить воображение? Чернобыльская катастрофа оставила за собой не только разрушенные города, но и уникальную экосистему. Радиоактивный выброс воздействовал на флору и фауну. В первые годы после аварии число животных в зоне значительно уменьшилось, но с течением времени природа начала восстанавливаться. Радиация влияет на генетический материал животных, что приводит к мутациям. Чаще всего эти изменения проявляются в виде физической деформации, а в некоторых случаях даже в изменении поведения. Прогнозировалось, что генетическая нестабильность у популяций животных, обитающих на загрязненной территории, сохранится на протяжении многих поколений. Однако они, наоборот, научились адаптироваться к таким условиям. Несмотря на это, стоит обратить внимание на историю киевского генетика Вячеслава Коновалова. Он собрал коллекцию чернобыльских животных-мутантов. Часть экспонатов хранится в Институте генетики в селе Чубинское Киевской области. Но большая часть коллекции, к сожалению, физически уже не существует. Вячеслав говорил, что в первый же год аварии на Чернобыльской атомной станции почти в каждом селе рождались мутанты. Двухголовые поросята и телята, четырехлапые гуси, коровы с 4 рогами, восьминогий жеребенок. Люди сжигали рожденных чудовищ, но Коновалов постарался наладить связи с сельскими ветеринарами, чтобы иметь возможность узнать о подобных прецедентах и сохранить мумифицированных животных в качестве улик. Ученый закапывал животных в лесу в стеклянных емкостях, наполненных формалином, и помечал места захоронения, чтобы потом их найти. Гигантские самы – рыбы, которые известны своей силой и размером. Они могут достигать внушительных размеров, а некоторые особи в Чернобыле просто шокируют своими размерами. Средний размер сома в таких водоемах может быть около 7 футов, но встречаются экземпляры длиной до 10 футов и весом больше 220 фунтов. Самые крупные особи водятся в Припяти. Эта река – важная часть экосистемы Чернобыльской зоны. Но, конечно, про таких гигантов ходит немало мифов. Некоторые говорят, что эти рыбы могут тянуть за собой целые лодки, а другие, что в реках Чернобыльской зоны скрываются настоящие монстры, которые охотятся на людей. Но давайте будем честны, такие истории — это больше вымысел. Однако, один из гидов, который проводит экскурсии по Чернобыльской зоне, говорит, что в охлаждающем водоеме Чернобыльской АЭС сом запросто может утащить под воду ребенка. И также он охотится на птиц, которые садятся на берег. Сейчас в зоне живет 14 видов редких и не очень редких рукокрылых. Летучая мышь широкоушка — это маленький вид летучих мышей, известный своими крупными ушами, которые в 2 раза длиннее, чем у большинства других представителей своего рода. Эти уши играют ключевую роль в эхолокации, помогая животному ориентироваться в темноте и ловить насекомых, таких как ночные бабочки. Широкоушка предпочитает лесистые районы с густыми кустарниками, где легко найти укрытие и пищу. Этот вид редко встречается, и его популяция уменьшается из-за утраты среды обитания и изменения климата. Широкоушки часто строят свои гнезда в дуплах старых деревьев или в разрушенных зданиях. В Чернобыле, несмотря на высокую степень радиоактивного загрязнения, широкоушки продолжают существовать, что стало интересным объектом для ученых. Прекращение человеческой деятельности в зоне отчуждения позволило природе восстановиться, и летучие мыши нашли здесь новые источники пищи и укрытия. Несмотря на угрозу радиации, популяции широкоушек в Чернобыле остаются стабильными, что указывает на их способность адаптироваться к экстремальным условиям. Рыжий лес — это одно из самых известных мест в Чернобыльской зоне. Когда произошел выброс радиации, мощнейшее облучение буквально сожгло верхушки сосен. Хвоя приобрела ржаво-красный цвет, от которого лес и получил свое название. На спилах годовых колец видно, как радиация повлияла на них. Кольца после аварии приобрели красный оттенок. Радиоактивное загрязнение изменяет ДНК растений.
Такие мутации вызывают замедление деления клеток, поэтому деревья растут медленно и нередко погибают еще молодыми. Кроме того, в древесине фиксируется высокая концентрация цезия 137 и стронция 90. Это означает, что дерево буквально впитывает радиацию из почвы. Кроме сосен, в зоне растут березы, ольха и осина. Эти виды оказались более устойчивыми к радиации. Особенно активно здесь разрастаются березы, благодаря способности быстро захватывать освободившееся пространство. Исследования деревьев Чернобыля помогают понять, как радиация влияет на целые экосистемы, а не только на отдельные виды. Этот опыт уникален и до сих пор используется при оценке последствий ядерных аварий и даже космических полетов. В начале 2000-х весь мир облетело странное видео, на котором можно было увидеть Сахатова, перебегающего через железную дорогу. Ничего удивительного, скажете вы? А лось был без головы. Видео снял оператор телеканала «Звезда». Он собирался сделать панорамный снимок природы, но в этот момент пробежал лось, который напугал не только мужчину, но и весь мир. Позднее о безголовом лосе даже появилась легенда. Якобы это животное является стражем животных в Чернобыле, своеобразным чернобыльским духом. Иногда его видят и пытаются догнать, только он всегда ускользает. Однако скептики считают, что это просто миф, который подкрепляется мистической репутацией Чернобыля. Но в любом случае видео выглядит очень реалистично. А вы что думаете? В 2016 группа иностранных исследователей обнаружила в зоне отчуждения несколько восточных квакш, которые имели не ярко-зеленый цвет, а необычный черный окрас. Ученые предполагают, что лягушки поменяли цвет, чтобы лучше адаптироваться к радиации. Меланин, окрасивший лягушек в темный цвет, способен снижать негативное воздействие радиации, поскольку он поглощает и рассеивает подобное излучение. На протяжении 2 лет с 2017 по 2019 год ученые проводили исследования на более 200 таких особей. Изучив их, ученые пришли к выводу, что квакши, вероятно, прошли через быстрый процесс эволюции, спровоцированный радиацией. Другими словами, лягушки с темным оттенком кожи оказались лучше приспособлены к радиации, нежели их зеленые собратья. Поэтому теперь обыкновенных зеленых лягушек в Чернобыле практически нет. Дикие олени, как и многие другие животные, населили Чернобыльскую зону после того, как люди покинули эти земли. Эти грациозные животные, когда-то бывшие частью экосистемы, вернулись в разрушенные леса, а также в менее загрязненные районы. Но что же произошло с ними, когда радиация начала оказывать влияние на все вокруг? У нормальных оленей рога имеют определенную форму и размер, однако у животных, живущих в Чернобыле, часто встречаются аномальные и деформированные рога. Кроме того, олени, как и многие другие животные Чернобыля, могут страдать от заболеваний, вызванных радиацией. Например, у них наблюдаются ослабления иммунной системы, что делает их более уязвимыми к инфекциям. Интересно, что несмотря на радиационные последствия, олени в Чернобыле смогли адаптироваться к новым условиям. Исследования показывают, что они развивают новые стратегии поведения, чтобы выжить в этой опасной среде. Например, они стали более осторожными и скрытными, избегая мест с высоким уровнем радиации. Ученые говорят, что несмотря на адаптацию животных, долгосрочные последствия радиации могут еще не быть полностью поняты. Некоторые изменения, которые происходят с популяцией оленей, например, сокращение их продолжительности жизни или изменение уровня репродуктивной способности, могут стать видимыми только через десятилетия. Одним из первых наблюдений ученых стали аномалии в здоровье волков. Например, у некоторых из них были зафиксированы деформации органов, ослабление иммунной системы и проблемы с репродукцией. Но самое интересное – это генетические изменения, которые могут передаваться потомству. Аномалии проявляются в различных патологиях, таких как болезни кожи и даже снижение продолжительности жизни. Однако для большинства этих животных радиация не является фатальной, она лишь влияет на их организм, создавая долгосрочные последствия. Волки Чернобыля также изменили свое поведение, адаптируясь к новым условиям. Без людей на этих территориях волки стали более уверенными в себе. Они начали смело исследовать новые участки, формировать более крупные стаи и развивать новые стратегии охоты. Но радиация заставляет их избегать наиболее загрязненных территорий, так же как и оленей. Вместо того, чтобы обитать в центре зоны отчуждения, они предпочитают держаться на периферии, где уровень радиации ниже, что увеличивает их шансы на выживание.
Влияние радиации на медведей во многом похоже на состояние оленей и волков, например, ослабленный иммунитет. Также у некоторых были обнаружены аномалии в клетках крови и органах. Как и волки-медведи, тоже стали чувствовать себя увереннее, так как вокруг нет людей. Они исследуют новые территории, часто выходят на открытые пространства и активно ищут пищу. Интересно, что медведи начинают заселять места, которые раньше были заняты людьми, такие как заброшенные деревни или даже разрушенные здания. Это явление ставит вопросы о том, насколько сильно радиация изменяет привычки этих животных. Несмотря на все опасности, популяция медведей в Чернобыле продолжает расти. Ученые отмечают, что в последние десятилетия численность медведей здесь увеличилась. Это связано с тем, что в зоне отчуждения, где нет людей, животным становится проще найти себе пищу и занять свою территорию. Кроме того, в отсутствие конкуренции с человеком и его деятельностью, медведи чувствуют себя в безопасности. Это позволяет им укрепить свою популяцию и адаптироваться к новым условиям. После катастрофы в Чернобыле радиоактивные осадки частично уничтожили множество насекомых, животных, а вместе с ними и птиц. В первые годы здесь почти не было слышно пения, только тишина и свист ветра между опустевшими деревьями. Но прошло время, и природа снова показала свою силу. Уже в 90-е орнитологи начали фиксировать возвращение первых видов. Кроме крупных видов, в зоне возвращаются и многочисленные певчие птицы – славки, дрозды, малиновки, мухоловки. Их численность даже превышает показатели окрестных территорий, где человек активно занимается сельским хозяйством. Исследования украинских и белорусских ученых показывают, влияние радиации на птиц действительно существует. Оно выражается в повышенной частоте мутаций, сокращении продолжительности жизни и ухудшении выведения потомства. Но все это компенсируется отсутствием людей. Для многих видов ключевым фактором стало восстановление лесов. Заброшенные поля зарастают кустарником и молодыми деревьями, в которых легко устроить гнезда. Старые деревни с полуразрушенными домами стали новым убежищем для сотен видов, которые не находят подобных укрытий в современной аграрной местности. Этих осторожных хищников здесь не встречали до катастрофы. Ранее их основным ареалом были Карпаты и северные леса Беларуси. В отсутствие людей огромные лесные массивы стали для рыси идеальной территорией. Основной рацион рыси составляют грызуны, косули, молодые олени и крупные птицы. После того, как в зоне начали активно размножаться олени и кабаны, это и стало одним из главных факторов успешного закрепления популяции. Сегодня считается, что численность рыси в Чернобыльской зоне не очень большая. От нескольких десятков до сотни особей. Но для вида, который в Европе сокращается из-за вырубки лесов и охоты, это важное убежище. Рыси стали еще одним примером того, как природа заполняет пустоту, созданную человеком. Там, где раньше были поля и села, теперь правят дикие хищники, чье присутствие десятки лет казалось невозможным. В 90-х годах, когда люди ушли, бобры быстро вернулись на старые места обитания. Они начали строить плотины, затапливать луга и изменять русло рек. Бобры инстинктивно перекрывают течение ручьев для защиты от хищников. Именно их деятельность привела к тому, что многие территории превратились в заболоченные участки с новой растительностью. Эти влажные биотопы стали идеальным домом для лягушек, насекомых, рыб и множества птиц. Ученые отмечают, что плотины бобров задерживают радиоактивные частицы в осадке. Это значит, что вода, протекающая дальше, постепенно очищается от радионуклидов. Таким образом, бобры косвенно способствуют снижению радиоактивного загрязнения водоемов. Сейчас бобры прочно освоили крупные реки зоны, небольшие притоки и каналы. Их популяция за последние 30 лет только растет. Они стали настоящими архитекторами новых экосистем. Эта история – напоминание, что даже самые скрытные и осторожные виды находят шанс вернуться, если дать природе достаточно времени и свободы. Таким образом, Чернобыльская зона превратилась в уникальный заповедник, где природа демонстрирует, что может вернуться даже там, где ее посчитали погибшей навсегда. На сегодня это все. Спасибо за просмотр.